Думаешь, что ты косячишь, раз игроки в ДНД ждут боевку и класть хотели на твой сюжет? Нет, причина в том, как распределяются роли. Я пробовал разные системы, типа D&D и Fate, и понял, что система решает, кто управляет реальностью за столом. Несмотря на то, что Dungeons and Dragons позиционируется как ролевая система, исторически она сильно заточена под билдостроение и тактические бои. Да, в ней есть место сюжету, социальные механики и все остальное, но по факту это вторичный или даже остаточный слой. Распределение нагрузки здесь выглядит так. Мастер ведет мир, сюжет и окружение, а игроки управляют только своими персонажами. Но при этом система задает рамки и не помогает с нарративом. В итоге нарратив здесь часто становится просто связующим клеем между энкаунтерами. Теперь посмотрим на противоположность. Fate Core. Это система, которая говорит: мы здесь будем импровизировать. И импровизация — это ее основное состояние. Мастер создает кинематографический опыт, а игроки активно участвуют в его формировании через аспекты, интерпретацию и вмешательство в происходящее. И за счет этого у всех высокая когнитивная нагрузка. Мастер держит структуру и темп, игроки — соавторы мира наравне с мастером, а система выступает как направляющий механизм, который создает движение всей истории. И это уже реально коллективное творчество, а не просто управление сценарием. И раз уж мы зашли на скользкую дорожку нарративных систем, то почему бы не завернуть в самые дикие дебри? Знакомьтесь, это Lasers and Feelings. Это абсолютно, радикально упрощенная система. У нее только один параметр — техничность или эмпатия. Все остальное — чисто импровизация. Здесь система почти ничего не делает. Это скорее договор между игроками и мастером. Мастер — генератор ситуации и модератор, создатель хаоса. А игроки полностью создают происходящее. И когнитивная нагрузка здесь целиком лежит на игроках. Это хаотично, быстро и зачастую безумно весело. И вот у нас получается очень интересная картина. С одной стороны, D&D и подобные ей, системные, тактические, предсказуемые. С другой — Fate и Lasers and Feelings, нарратив, импровизация и коллективное творчество. И возникает логичный вопрос. А есть ли вообще что-то посередине? Система, которая возьмет часть сторителлинга на себя, оставит пространство для тактики и билдов, вовлечет игроков и при этом не перегрузит мастера. На удивление, такая система существует. Это Genesis от Fantasy Flight Games. Она интересна тем, что связывает механику и нарратив. В ней мастер по-прежнему интерпретирует происходящее, а игроки активно участвуют в создании истории. Ну а система через свои механики сама генерирует изменения в событиях. Например, игрок может провалить действие, но получить преимущество в дальнейшем. То есть она заставляет импровизировать и подстраиваться, но делает это структурированно и при этом сохраняет пространство для тактики и билдостроения. Это редкий баланс между предсказуемостью и творчеством. Если посмотреть еще шире, то систем безумное количество. В каждой плюсы, минусы и свой подход нагрузить стол. Ведь любая система — это в первую очередь настраиваемый инструмент. И если хочешь нарратив в D&D или глубокую тактику в Fate, никто тебе не помеха. И в конце остается довольно простая мысль. Каждая система по-своему ставит рамки ответственности и определяет то, как распределится нагрузка за столом. К новым приключениям, рыцари карандаша и бумаги!